Всем здравствуйте! Меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязания. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую маленькую красивую козочку. Так как следующий год козочки, начинаем их уже вязать. Вот она такая маленькая, небольшая, красивая. У этой козочки вяжем ручки, вяжем ножки, вывязываем хвостик, ввязываются ручки, вяжем голову, вывязываю рожки, ушки у меня пришивные, но их тоже можно при желании вязать, но я решила их пришить. И делаем вот такое оформление мордашки. Так что вязать ее несложно, расход пряжи тоже на нее небольшой, по сантиметрам. Вместе с рожками 12,5 сантиметров. Мы с вами уже вместе вязали вот такую красивую белочку. Вот она. Ссылку на мастер-класс этой белочки я оставлю на видео и под видео. И так как эти схемы подобные у белочки и у козочки, то некоторые моменты я буду вставлять из мастер-класса белочки. Буду вязать оранжевой пряжей в мастер-классе. Ну, а вы продолжаете вязать выбранным цветом, какой вы хотите, белый, бежевый или, возможно, вообще какой-то розовый или желтый. Я думаю, тоже будут красивые такие козочки. И давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Для игрушки использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и вяжу крючком 4 миллиметра. Вяжем ручки, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. И теперь со 2 по 4 ряд вяжем по 6 столбиков. Вот всего провязали 1, 2, 3, 4 ряда по 6 столбиков. Ручку не наполняем. Теперь складываем ее пополам и в 5 ряду провязываем 3 столбика за 2 половинки. 1, 2, 3. Ниточку отрезаем коротенькую, так как ручки будем ввязывать. Получаются такие ручки. Теперь начинаем вязать ножки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. Вяжем их до конца ряда. Третий ряд, 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем так 3 раза. В конце третьего ряда 9 столбиков. Получается такая ножка. У одной ножки отрезаем нить, у второй не отрезаем. И следующий 9 ряд нужно провязать 9 столбиков по одной ножке и 9 по второй. Вот соединяем. Так, первый столбик, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали по одной ножке. Теперь нужно перейти на вторую ножку, чтобы не было дырочек. Из этого столбика достали вот петельку на крючок, переходим на вторую ножку и провязываем все эти петельки. Это первый столбик по второй ножке. 1, 2, 3. У меня нить закончилась, то я вот дополняю. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В четвертом ряду 18 столбиков. Пятый ряд. Начинаем с прибавки. Прибавка. Теперь вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем второй раз. Прибавка 8 столбиков. В конце пятого ряда 20 столбиков. В шестом ряду будем вывязывать хвостик. И вот начинаем сразу из хвостика. Провязали столбик без накида и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида 1, в следующую 2. Соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали. И далее продолжаем вязать 19 столбиков по кругу. И в конце получается без изменения 20 столбиков. Седьмой ряд тоже провязываем 20 столбиков. Провязали 1 столбик без накида, хвостик опускаем вниз и так продолжаем вязать. Всего в седьмом ряду 20 столбиков. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. Так, по бокам будем делать убавки. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В конце 8 ряда 18 столбиков. 9 ряд ввязываем ручки. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Берем первую ручку, провязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. Вы смотрите по своей плотности вязания. Это всегда повторяю во всех своих видео, потому что у всех разная плотность вязания, и у нас может не совпадать вместе с вами вот количество петель, и ручка будет уже располагаться не в том месте. Так что вы просчитываете все индивидуально.
Теперь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку. 3 столбика со второй ручкой. 1, 2 и 3. И довязываем 2 столбика. 1, 2. В конце 9 ряда 18 столбиков. Немного наполнили наполнителем. 10 ряд. 1 столбик. Следующий убавка. Повторяем 6 раз. В конце 10 ряда 12 столбиков. Теперь вяжем голову. 11 ряд, 12 прибавок. Вяжем так до конца ряда. В конце 11 ряда 24 столбика. 12 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 12 ряда 30 столбиков. По 30 столбиков связали 13, 14 и 15 ряды. Теперь 16 ряд. 3 столбика, убавка. 1, 2, 3. Убавка. Повторяем 6 раз. В конце 16 ряда 24 столбика. 17 ряд, 24 столбика. Вставила глазки на безопасном креплении. Они расположены между 15 и 16 рядами, между глазиков 6 столбиков и глаза 12 миллиметров. Следующий 18 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз и будет 18 столбиков. И берем наполнитель, наполняем наполнителем. В 19 ряду будем вывязывать рожки, и нужно провязать 1 столбик убавка, так повторить их 6 раз. Если ваша плотность вязания совпадает с моей, то значит вяжите по той схеме, которую я даю. Если у вас немного не совпадает, то возможно вам нужно будет передвинуть немного рожки в другие места. И провязываем 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка не до конца. Переходим на коричневый цвет и вывязываем первый рог. 4 столбика с накидом не до конца. 1, 2, 3 и 4. И общая вершина. Переходим снова на основной цвет. Это у нас считается как 1 столбик провязали. Далее убавка, 1 столбик, убавка, 1 столбик,
убавка не до конца. Снова переходим на коричневый цвет и вывязываем второй рог. Так, немного. 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. 2, 3 и 4. Переходим снова на основной цвет. Это у нас был как один столбик. И довязываем убавку. И вот получаются такие рожки. Коричневую нить отрезаем. И вот здесь между собой вот эти хвостики завязываем на 2 узелка. В конце получилось 12 столбиков. И последний 20 ряд, это провязываем 6 убавлений. Так, довязываем до конца ряда, берем наполнитель и дозаполняем. И вот осталась такая дырочка, теперь нам нужно ее спрятать, но так как у меня вот ниточка, вот видите, высуталась мех, я не смогу ней спрятать эту дырочку, то я ее убираю, а вы будете делать этой ниточкой. И возьму вот полухлопковую пряжу и за передние стенки каждого столбика вот доходим до того места, с которого начинали, и вот так затягиваем. Но вы будете затягивать за одну ниточку, так как у меня 2, то я затягиваю на 2. Я сейчас сделаю узелок и спрячу в середину, а вы так просто вкалываете в середину и выводите сбоку эту ниточку. Свяжем ушко, и ушко будем вязать поворотными рядами. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И эту ниточку, вот этот хвостик, я буду ввязывать еще в этом ряду, закреплять. И во втором ряду 2 прибавки. 1 и 2. В конце второго ряда 4 столбика. Воздушная петля, разворачиваем вязание, 3 ряд. 1 столбик, 2 прибавки, первая прибавка, вторая прибавка, 1 столбик. Получилось 6 столбиков. И 4 ряд нужно сложить вот так пополам. Так сложили.
И сверху провязываем 3 столбика за обе стенки. 1, 2 и 3. Получается вот такое ушко. Ниточку отрезаем так, чтобы осталось для пришивания. И вот эту ниточку в середине уже тоже отрезаем. Вот получаются такие ушки. Сделаем утяжку внизу головы. Прокалываем иголку, выводим в уголочек глазика. Хвостик оставляем вот снизу небольшой. Переходим на второй уголок этого же глаза и выводим через один столбик от ниточки, которую оставили. Точно так же делаем со вторым глазом. И теперь эти ниточки вот берем на один глазик, завязываем ниточку. Сразу на один узелок, перехожу на второй глаз, завязываю тоже один узелок и делаю вот утяжку. Смотрю, чтобы утяжка была одинакова. И теперь завязываю на второй узелок и прячем эти ниточки в середину изделия. Теперь вот берем ушко, прикладываем вот так близко к рожкам и пришиваем вот за основную деталь, за рожки, под рожками, и теперь вот за ушко. Снова вот за основную деталь. Теперь вот так за ушко, за столбики на ушках. И снова за основную деталь. И за столбики на на ушках. Уже запуталась. Так, пришили одно ушко, пришиваем второе ушко, и вот эти хвостики я потом 2 связываю и прячу в середину изделия. И теперь вышьем носик. Сейчас покажу, как буду вышивать. Я беру полухлопковую пряжу джинс Ярнард вот под глазками. Делаю стежок, оставляю небольшой хвостик, снова вкалываю в это же место, где вот оставила этот хвостик ниточки, и вывожу иголку вот внизу по середине головы. Теперь подхватываю вот верхнюю ниточку. Вот, выведу сейчас здесь сбоку. Так. Теперь вот так подтягиваем ниточку. И получается вот такой носик. И далее вышиваем вот реснички, бровки. И вот вышила реснички, бровки, вывела хвостик вот к первоначальному хвостику.
Завязываю теперь на 2 узелка и прячу эти ниточки в середину изделия. И вот украсила еще таким колокольчиком, и козочка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!